Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре Middle Tower корпус от компании Deepcool модель Matrix 55 Mesh. Его цена на данный момент в Украине, а это начало июня 2020 года, составляет примерно $53. Габариты у корпуса такие. Видео по сборке железок в данном корпусе в ближайшее время будет на канале. Поэтому, если интересно, что у меня получилось, подписывайтесь на канал и не забудьте жмакнуть на колокольчик. А тем, кто уже подписан, хочу сказать огромное спасибо за поддержку. Начнем, как всегда, с верхней части корпуса. Здесь нас встречает противопылевая сетка на магнитах. Под ней находятся места для установки двух 120 или 140 мм вентиляторов. Сюда же возможна установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240 или 280 мм. Передняя панель полностью оправдывает слово Mesh, использованное в названии этой модели корпуса, так как практически вся ее лицевая часть выполнена из металлической сетки. Рамка пластиковая. По бокам имеются дополнительные отверстия для забора воздуха внутрь корпуса. Так выглядит рекомендуемая производителем схема забора и вывода воздуха. Также на передней панели присутствует кнопка включения, кнопка перезагрузки, два разъема USB 2.0, разъемы для подключения наушников и микрофона и один разъем USB 3.0. Снимается панель довольно туго, поэтому если не знаете, как снять ее аккуратно и не поломать крепление, советую посмотреть про это мое видео, перейдя по рекомендации в правом верхнем углу или по ссылке в описании. За сеткой имеется пылевой фильтр. По бокам находятся еще два фильтра. Разъемы передней панели стандартные. Кстати, на панели отсутствует светодиод обращения к жесткому диску. Спереди можно установить 320 или 140 мм вентилятора. Как указывает производитель, радиатор водянки можно установить на 120, 140, 240, 280 и 360 мм. Левая боковая панель немного притонированное закаленное стекло толщиной 4 мм. Крепится на 4 винтах, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Также на нижнем и верхнем бортике наклеена мягкая полоска из пенного материала. Правая боковая панель, как и сам корпус, выполнена из стали толщиной 0,6 мм. Крепится на 2 винта. Панель ровная, имеет ребра жесткости. Вес корпуса по заявлению производителя составляет 6,6 кг. На задней панели присутствует отверстие под заглушку для материнки. Рядом с ним находится посадочное место под 120 мм вентилятор. К данной модели дополнительные вентиляторы не поставляются. Ниже видим 7 заглушек под картой расширения. Верхняя из них съемная, остальные придется выламывать. Имеется прижимная планка. Ниже находится место под блок питания. Установка блока питания осуществляется вентилятором вниз. Резиновые проставки под блок присутствуют. Рекомендуемая максимальная длина блока питания 170 мм. На нижней части корпуса имеется противопылевой фильтр для блока питания, а на пластиковых ножках есть мягкие проставки. Внутри корпуса блок питания закрыт кожухом, в нем сбоку вырезано окошко. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ATX, Micro ATX, ATX и Extended ATX. Кулер для процессора можно установить высотой до 168 мм включительно. Видеокарту можно запхнуть длиной до 370 мм. Перед вами комплект крепежа, и у меня есть один вопрос к ребятам из Deepcool. Почему в комплекте с корпусом идет 8 стоек под материнку? Из них 6 уже вкручены в корпусе и вот еще 2. Хотя для полноценного крепления их должно быть 9. Девятая стойка не потерялась, ее просто не положили, так как по отзывам тех, кто купил, у них также. Где обычному пользователю потом ее искать? Непонятно. Отверстий для кабель-менеджмента хватает. Все отверстия и вырезы в корпусе качественно завальцованы. Места для укладки кабелей за задней стенкой более чем достаточно. Два 2,5 дюймовых диска можно установить хоть с этой стороны, хоть с обратной. Вот эти окошки для подключения кабелей можно было бы сделать побольше, так как если кабели от блока питания будут жесткие, то их подключать будет довольно сложно. В корзину под диски через салазки можно установить еще два 3,5 дюймовых диска или два 2,5 дюймовых. В салазках соответствующие отверстия для крепления имеются. Жаль, нет никаких демпферов между салазками и корзиной. Как итог, это добротный, просторный, хорошо продуваемый, достаточно качественный корпус. По моему скромному мнению, имеет стильный, строгий, сдержанный внешний вид.
Места для аккуратной укладки кабелей в нем более чем достаточно. Ну а возможности по поддержке материнок разного формата и размера вкупе с возможностью установки различных видов охлаждения делают его довольно интересным приобретением. Но не стоит от него ожидать чего-то сверхъестественного. К недостаткам отнесу отсутствие одной стойки под материнку, отсутствие демпферов между салазками и корзиной для жестких дисков и небольшие окошки для подключения кабелей к 2,5-дюймовым дискам. Напомню, мнение мое субъективное и может кардинально отличаться от вашего, поэтому решать как всегда вам. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Всем удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. С вами как всегда был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!